После войны евреи десятилетиями мстили нацистам за Холокост. Кто-то пополнил ряды охотников за нацистами, другие уничтожали нацизм как идею. Были ли правы мстители, решившись на месть? Или они были сродни нацистам? Всем привет! Вы смотрите канал «Хлам знаний». ХЗ, если коротко. А значит, узнаете что-то новое. Смотрите до конца. Это отличная тема для беседы в компании. После войны участниками нацистского аппарата были признаны более 13 миллионов человек. Из них задержали всего 3,5 миллиона. Но 2,5 миллиона из задержанных были отпущены без суда. Нацисты-преступники, оставшиеся в ФРГ, отделались небольшими сроками заключения, штрафами, конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности. Многие сумели и вообще избежать правосудия, пересекли океан, сменили фамилии и комфортно проживали в Аргентине, Парагвае, Бразилии и других южноамериканских странах, ничуть не мучаясь угрызениями совести. В общем, к 1949 году только 300 нацистов отбывали серьезные сроки в тюрьме. Союзники оправдывались тем, что процессы превратились бы в бесконечную череду, а в тюрьмах бы оказалась значительная часть взрослого населения Германии. Группа молодых евреев, мужчин и женщин, не смирилась с этим. В основном это были прибалтийские, белорусские и польские евреи, партизаны и бывшие узники концлагерей. Многие из них потеряли семьи и сами едва выжили в аду. Они видели жестокость палачей и были готовы на все. Они умели обращаться с оружием, ненавидели и жаждали покарать преступников и показать всему миру, что евреи не овцы на скотобойне, не беспомощные жертвы и не трусы. Весной 1945 года в Бухаресте они создали объединение Накмим – «Мстители». Его идеологом и руководителем стал Абба Ковнер. Во время войны он был узником Вильнюсского гетто, организовал там подполье, а после ликвидации гетто создал еврейский партизанский отряд. Не все в Накмим были узниками концлагерей. Часть из них сражалась в еврейской бригаде, особом формировании британской армии, состоявшей из добровольцев, евреев разных стран, имела эмблему и знамя. Летом 1945-го руководители Накмим перебрались из Румынии в Италию, где были размещены подразделения бригады. В 1946 году британцы расформировали бригаду, и часть ее бойцов влилась в Накмим. Бойцы еврейской бригады были незаменимы. Их статус позволял свободно передвигаться по Европе, получать информацию о местах жительства и роде занятий нацистов, пользоваться служебным транспортом. Точное количество членов и их имена неизвестны до сих пор. Организация была хорошо законспирирована. В некоторых источниках говорится, что около 60 человек. Члены Накмим охотились на нацистов по всему миру, от Европы до Южной Америки. У мстителей не возникало проблем со спонсорами. Нашлось много состоятельных евреев, готовых оплатить месть. 5 человек из Накмим занимались приобретением оружия и боеприпасов. Несколько мстителей были переведены в разведотдел штаба бригады, где занимались допросами пленных. Им удалось найти офицера гестапо, который, в обмен на жизнь, составил список скрывающихся эсэсовцев и гестаповцев, включая точные данные о биографии, приметах, месте жительства, службе, родственниках и так далее. Источниками информации также были архивы тайной полиции, которые немцы не успели сжечь при отступлении, и сообщения югославских партизан. Вскоре начался период активных действий. В результате высокопоставленных нацистов, сбитых неизвестными машинами, обнаружили на обочинах дорог. Бывшие палачи странным образом выпадали из окон, находили свою смерть в якобы случайных дорожных авариях. Бывшие гестаповцы неожиданно получали вместо лекарств сильнодействующие яды. Это было работой внедренных в медицинские учреждения врачей и медсестер из мстителей. Десятки изуверов-эсэсовцев были обнаружены повешенными или застреленными в собственных квартирах и гаражах. Единичные карательные акции не удовлетворяли желавших мести членов Накмим. Им хотелось провести расправы, сравнимые по числу жертв с нацистскими деяниями. Было разработано несколько планов. План А. Программа «Максимум» заключался в отравлении водопроводных систем в 5 самых крупных немецких городах. План Б был менее амбициозен и более точен. Целью должен был стать лагерь военнопленных, немцев-эсэсовцев, нацистов среднего звена, непосредственных исполнителей приговоров в отношении евреев и других народов в немецких лагерях смерти. Кроме общих больших планов А и Б, мстители вынашивали и другие. Так, параллельно 2 группы планировали застрелить Геринга, а по возможности и других обвиняемых во время Нюрнбергского процесса. Элиезер Ледовский с 2 товарищами выехал из Италии, был задержан на границе и провел месяц в тюрьме. В Германии Арье Дистель с товарищем пытались достать пропуск в зал суда через знакомого американского офицера, но тот сначала обещал, а потом отказался. Все дальнейшие попытки тоже провалились. Хлеб для бывших эсэсовцев. Для осуществления плана Б были выбраны 2 лагеря, где содержались пленные эсэсовцы.
под Нюрнбергом и в Дахау. Изготовили в Париже яд на основе мышьяка. 20 кг мышьяка для этого предоставил владелец кожевенной фабрики. После опытов был выбран лучший способ отравления – смазать ядом буханки хлеба с нижней стороны. Операции должны были пройти одновременно. В Нюрнберге мстители выяснили, какая именно городская пекарня снабжает бывший лагерь – Шталах 13Д. Арье Дестель устроился туда на работу, установил, какой хлеб поступает заключенным, какой охране, время от выпечки до раздачи, режим работы печей и другую информацию. В лагере в Дахау была проведена аналогичная подготовка. Мстители внедрились к охранявшим лагерь полякам, изучили порядок снабжения хлебом, подружились с польским начальником пекарни и во время очередной попойки украли у него ключи, сделав дубликаты. Дата одновременной операции была назначена в ночь с 13 на 14 апреля 1946 года. Группа в Нюрнберге сработала по плану. Дистель пронес и спрятал яд в пекарне заранее. В ночь операции он и еще двое мстителей тоже спрятались в пекарне. Когда все работники ушли, они начали смазывать буханки ядом. Успели смазать около 3000 буханок. Затем поднялся сильный ветер, и сломанной веткой дерева выбило окно. Явилась охрана. Дистель спрятался в тайнике. Двое других бежали, и охрана их не догнала. Прибывшая полиция, увидев разбросанный хлеб и разбитое окно, пришла к выводу, что это была обычная кража. Ведь хлеб в Германии был дорогим. 15 апреля хлеб доставили в лагерь. По сообщениям оккупационной администрации, 2283 заключенных отравились, 207 госпитализировано, но смертельных исходов не было. Нью-Йорк Таймс от 23 апреля привела те же цифры. Официальное расследование американских оккупационных властей были рассекречены в 2016 году. Согласно им, было отравлено около 2000 заключенных. Но, благодаря быстрым действиям медиков, никто не умер. Отмечено очень высокое качество и убойная сила яда, а слабый результат отнесли на счет неравномерного смазывания и прилипания к буханкам. Операция не произвела задуманного эффекта. От операции в Дахау отказались в последний момент, из-за опасений, что план раскрыт. Мстители уже непосредственно находились в пекарне, когда получили отбой, и курьер вылил яд в лесу. Но существовал и план А, который, в случае удачного исхода, стал бы практически геноцидом немцев. Мстители планировали отравить воду в 5 самых крупных немецких городах – Веймаре, Нюрнберге, Мюнхене, Гамбурге и Берлине. Миллионы отравленных, о которых шла речь изначально, были скорее идеей, но десятки тысяч вполне могли умереть. Берлин вскоре отпал из-за массовых разрушений. Затем отпал и Франкфурт. В Гамбурге не получилось найти способ отравить воду так, чтобы пострадали только немцы, а не размещенные в городе оккупационные войска. Остались Мюнхен и Нюрнберг. Они изучили планы водопроводов и внедрили людей на очистные сооружения. Накмим ставил под удар те районы, где жили немцы, обходя места дислокации американских подразделений. Затем они сумели получить работу на очистных сооружениях вышеперечисленных городов. Ковнер с 2 канистрами яда направился в Германию. Но либо информация об этом случайно дошла до британских спецслужб, либо его кто-то выдал, Ковнера арестовала военная британская полиция и заключила в каирскую тюрьму. После освобождения в 1946 году он переехал в Палестину, посчитав, что борьба за независимость важнее террора. Отравление миллионов немцев не состоялось. Однако точечное истребление нацистов продолжалось еще долго. Кроме группы Ковнера, Мстителей бригады и Шимона Авидана в Европе действовало еще несколько мелких групп, таких как часть польской молодежной нашей группы из Бензина в Австрии. Также в Европе действовали и одинокие мстители. О результатах их деятельности очень мало достоверной информации. В основном различные слухи и небылицы. В любом случае все группы и одиночки вместе убили, по оценкам исследователей, не более нескольких сотен нацистов. С вас лайк и подписка, а я пошел искать новый материал. Спасибо, что досмотрели до конца. Будьте здоровы и до новых встреч на канале ХЗ.